Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Чуть больше суток потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Москвы для того, чтобы найти предполагаемого убийцу Али Гейдарова. Его расстреляли в фитнес-клубе. Оперативники выяснили, что с ним расправился его земляк и преступление не было спонтанным. Как оказалось, киллер заранее снял квартиру рядом с вором в законе и следил за ним. Он уже задержан, с ним работают следователи. Кому понадобилась жизнь Альберта Рыжего и по какой причине, разбирался Лайв. В понедельник в районе 3 часов дня немногочисленные посетители элитного фитнес-клуба «Дон Спорт» «Алые паруса» около станции метро Щукинская стали невольными свидетелями убийства. Фактически это была публичная казнь. Крепкому мужчине в белой майке, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошел другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Затем он добил его контрольным выстрелом в голову. На других клиентов, которые стали в панике разбегаться, убийца не обратил никакого внимания. Он спокойно дошел до скамейки, взял яркий красный рюкзак и покинул помещение. Убитым оказался известный в криминальном мире 40-летний вор в законе Али Мусей Паглы Гейдаров Альберт Рыжий. Правда, его имя стало известно лишь после того, как оперативники пробили приметы и татуировки по специальным картотекам. В фитнесе его знали как Геннадия Петрова. Как оказалось, Рыжий жил здесь же, в ЖК «Алые паруса». Киллером был мужчина с темными волосами, возрастом около 35 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 180 сантиметров. На нем были черные спортивные брюки, футболка и кроссовки. Оперативникам удалось отследить его по камерам. Сначала они нашли его рюкзак, который он бросил на карнизе во внутреннем проходе между домами, где расположен фитнес-клуб. Внутри находились пистолет-пулемет «Скорпион», 2 магазина от него и 50 патронов. Источники Лайфа рассказали, что киллер не стал пользоваться метро или своей машиной. Он пересаживался на разные автобусы, менял одежду и кепки. В салоне одного из автобусов нашли пистолет «Глок», который сбросил убийца. Альберт Рыжий пережил уже несколько покушений, поэтому его обычно сопровождал вооруженный телохранитель. Киллер об этом знал и прихватил на дело более мощное оружие, которое осталось в рюкзаке. Следует отметить, что у Глока и Скорпиона одинаковый калибр – 9 мм. Только баллистическая экспертиза установит, из какого именно оружия был убит вор в законе. Судя по камерам, в районе станции метро «Сокол» преступник поймал такси, после чего его след пропал. 14 апреля Следственный комитет сообщил, что подозреваемый задержан. В его квартире проходит обыск. Сыщики также провели обыски в квартире Рыжего и его личного охранника, где нашли 2 переделанных под стрельбу обычными патронами травмата на базе пистолета Макарова. По предварительным данным, киллером оказался Талех Намик Аглы Аруджов. Как выяснилось, убийство вора в законе не было спонтанным, Аруджов готовился к нему основательно. Он снял в том же ЖК «Алые паруса» квартиру, куда заселил свою 24-летнюю знакомую. Время от времени он ее навещал, они ходили вместе по магазинам и ресторанам. Аруджов записался в местный фитнес-клуб под чужим именем. Девушка утверждает, что ничего не знала о планах своего сожителя и что он был очень осторожный и скрытный. Например, предпочитал общаться через мессенджеры, а сообщения сразу удалял. В квартире Аруджова сыщики ничего интересного не нашли. Сама девушка находится сейчас в шоковом состоянии и опасается за свою жизнь. Убитый считался восходящей звездой воровского мира. Родился в 1981 году в Гиндже, втором по площади и населению городе Азербайджана. В 15 лет он переехал в Архангельскую область, где помогал родным продавать цветы и фрукты. Там же, на севере, будущий вор вступил в комсомольскую ОПГ, промышляя разбоями. Свое прозвище Алик получил за прядь светлых волос на голове. Через какое-то время Рыжий перебрался в Санкт-Петербург, где получил второе прозвище «Питерский». Короновали Гейдарова осенью 2012 года по рекомендации главы крупного мафиозного клана Аслана Усаяна, деда Хасана. В воровской среде Рыжего всегда считали фартовым. Гейдаров пережил как минимум 3 серьезных покушения и всегда выходил сухим из воды. После убийства в Турции влиятельного вора в законе Лоту Гули Рыжий претендовал на доходы от овощного бизнеса покойного. По одной из версий, именно Гейдаров мог стоять за убийством Лоту Гули. По данным агентства Prime Crime,
После смерти последнего его родной брат Намик стал добиваться лишения Рыжего высокого криминального статуса. Конфликт Салифовых и Гейдарова довольно старый. Еще в 2014 году в турецком городе Эдирне Рыжий был жестоко избит, в том числе и Намиком Салифовым. Инцидент попал на видео. Рыжий вернулся в Петербург, где попался на ограбление автовладельцев при продаже машин и получил 7 лет колонии. Год назад Гейдаров вышел по УДО, став первым вором в законе, кто освободился по такой причине за примерное поведение. Таким образом, с Рыжим могли расправиться люди из клана Лоту-Гули за старые обиды или за то, что он решил устроить передел сфер влияния. По данным агентства Prime Crime, на свой 40-летний юбилей Гейдаров получил необычный подарок. 30 января 2021 года, в самый разгар празднования в ресторане «Загородный очаг», в зал вошла группа, ряженых в форме сотрудников правоохранительных органов, которая опустилась перед Рыжим на колени.